Всем привет! Меня зовут Виктор, я из солнечного Узбекистана. Работаю в программе снижения вреда на Республиканский спеццентр. У нас для начала упразднили прогулки. То есть больше 2 человек, нельзя было собираться на улице. Если вас встречали сотрудники органов внутренних дел, вот они могли спокойно вас остановить, узнать, куда вы направляетесь. Если выяснялось, что вы просто шатаетесь по улице, то вас штрафовали на 4 миллиона 460 тысяч. Если просто без маски, то, 230 тысяч. Зарплата у нас средняя зарплата около миллиона. А штрафы там в 4 раза превышают среднемесячную зарплату. Надо заметить, что с одной семьи можно было выходить раз в день одному человеку. Даже по двое из семьи нельзя было ходить, с детьми ходить нельзя было. Люди могли выходить только за продуктами в ближайшие магазины, в аптеки. И в крайнем случае, в экстренных ситуациях могли выехать на собственном авто в больницу за препаратами, таблетками, за жизненно необходимыми. Запретили общественный транспорт у нас. Такси работало только на доставку. Каждый район у нас отцепили блокпостами, закрыли все дороги, оставляли только одну для въезда автотранспорта. И чтобы куда-то там попасть, по-любому ты должен был через блокпост проехать. Стояли сотрудники органов внутренних дел, там милигвардия, армия. И приходилось очень часто объяснять, для чего мы вышли на улицу, на свой страх и риск, что нас оштрафуют там или что. Тьфу-тьфу-тьфу, за время самоизоляции, за время режима самоизоляции пока никого вроде как из наших не оштрафовали. Профилактика работала, скажем так, нагрузка была, конечно, меньше в связи с тем, что транспорт не ходил. Добраться к клиентам очень тяжело было до ПОШ, то есть пункт обмена шприцев. Но работа продолжалась. Единственное, конечно, снизился объем тестирования. Потому что приходилось с клиентами встречаться у кабинетов доверия. Мы сопроводить его уже туда не могли. Потому что было очень много разных препятствий. Именно из-за режима самоизоляции. Был риск того, что, во-первых, аутрич по технике безопасности не должен ходить один. Мы работаем по 2. И мало того, что нас уже 2, еще если клиент с нами будет, то есть вы понимаете, 3 человека, это уже подозрение на то, что мы просто так шатаемся. И есть вероятность того, что оштрафуют людей, причем всех на эту сумму. Наркосцена, конечно же, поменялась. У нас все границы закрыты, поставок нету. Если люди раньше по закладкам двигались, то сейчас, например, по закладкам очень много кидают. С аптечными наркотиками тоже у нас проблемы, так как 5 или 6 аптек похлопали. И это те аптеки, где в наличии в ассортименте был прегабалин. Их все позакрывали, там фармацевтов, я не знаю, или оштрафовали. Там первый раз штраф, второй раз, по-моему, вплоть до уголовного срока. И в связи с этим подняли цену на прегабалин. Если он до карантина стоил 20-25 тысяч, то во время карантина 35-40 тысяч стоит. И люди поэтому перешли на более дешевые аптечные препараты. Невозможность заработать на время самоизоляции очень сильно сказалась на употреблении. Потому что для того, чтобы употреблять, мы все понимаем, что людям нужны деньги. А так как дохода нету, там
все боятся заболеть COVID-19. Ну, скажем так, что в данный момент у нас послабление. Вот мы можем передвигаться с 7 до 10 утра и с 5 вечера до 8 вечера. Передвигаться на собственном авто с оговоркой в аптеку за продуктами и, короче, за этим, ну, в случае крайней необходимости. Но наша милиция, видать, понимает, что люди сейчас очень озлоблены из-за того, что нету денег, не могут заработать. Многие очень просят там какое-то пособие, какая-то помощь от государства. Вот, и милиция закрыла глаза на там с целью ты какой-то едешь, без цели едешь, никто не проверяет. Ну, во всяком случае, я сколько ездил, меня еще ни разу не остановили и не проверили. Вот именно вот в этот промежуток времени. С 7 до 10 утра и с 5 вечера до 8 вечера. И в заключение всем привет. Все, кто меня знает, ребят, прорвемся. Этот вирус, я думаю, не первый, не последний, что мы в этой жизни увидим.